Здравствуйте, мои замечательные зрители! Привет, привет! А давайте мы с вами сейчас погадаем, какая проблема решится скоро. Вот такой вопрос у нас к мирозданию, а через карты получим ответ. Итак, сейчас я выберу 3 темы, на какую тему, скажем так, проблема, и будем их рассматривать. Так, берем 3 темы. На какую тему у нас проблема и как она будет решаться. Вот такой вопрос у нас. Первое. Сразу вышла любовная. Действительно, значит, есть у кого-то проблема, причем главное в этой карте то, что у вас есть взаимность. Если есть взаимность, срочно надо эту проблему решать, да, чтобы люди не потеряли друг друга. Правильно? Правильно. Итак, смотрим. В чем проблема состоит? Так, здесь показана женщина, императрица, это взрослая женщина, должна быть, по идее, опытной и мудрой. Эта женщина может вести какое-то наблюдение, постоянно пытаться получить информацию, может быть, о мужчине. И очень боится, возможно, есть такой страх. Есть страх в чем-то проиграть, то есть отдать кому-то свою победу, свою какую-то удачу. Так, значит, причина. Причина идет какое-то соперничество, соревнование. Есть какая-то женщина, которая вмешивается в отношения пары. Это может быть взрослая женщина, мама, например. Мама кого-то из этой пары наблюдает и не дает паре соединиться. То есть, чтобы победа не случилась. Смотрите, вставляет все время палки в колеса. Какие-то провоцируют ссоры. Может быть, и в семье. Это уже пара-семья, допустим, да. Но есть женщина, которая ее поступки, они колючие, понимаете? Не дает им, этой паре, почувствовать себя счастливыми. А что провоцирует ее? Почему она так делает? Смотрите, вышла карта бедности. Мама дорогая. Может быть, она считает, что теперь ее не любят. Вот, например, мама, может быть, девушки, женщины, может быть, мама мужчины, да. И она считает, что теперь ей недостаточно уделяет внимания, она как обделена, как обижена, как заброшена, да, на втором плане где-то. Либо финансы достаются не ей. Она может быть действительно властной, очень привыкла управлять, а сейчас, может быть, потеряла свою власть, свое управление и теперь вот так вот пытается как-то влиять. Либо пара, может быть, люди встречаются только, но женщина боится, что она станет не нужна своей дочери или своему сыну. И вот как-то мешает действительно, может провоцировать ссоры какие-то. Так, такой вот у нас показан. Такая вот проблема. Но здесь знаете, что главное? Пара-то любите друг друга. Вы друг друга любите. И это основное, это главное. Значит, вы, естественно, справитесь с этой проблемой. Давайте тогда посмотрим, а как ее небеса подскажут, какое решение у этой проблемы. Вот вам, пожалуйста, вышла у нас карта страшного суда. То есть какой-то суд будет. Может быть, женщина сама придет к тому, что она поступает очень неправильно, как сама себя осудит, что ли. Так, мы дальше посмотрим. Понятно, что здесь не идет речь о суде, прям как настоящем юридическом процессе, но так, идут перемены. По колесу фортуны, колесо, перемена, переезд, возможно. Слушайте, вот эти люди, эта пара, видите, будут как бы отдаляться. И это и будет как бы наказание вот этой взрослой женщине, суд, да, как произойдет такой, земной, скажем, небесный, как угодно назовите. То, что преодолевая все эти препятствия и в конце концов закрывая эту тему, эта пара, эти люди будут куда-то переезжать. Вот в чем дело. Переезжать, чтобы защитить себя и свои отношения. Вот люди защищают. Карта защиты своего дома. Видите? Ради того, чтобы защитить свои отношения, какая-то будет дорога.
И эту дорогу либо эта пара осуществит, либо, может быть, каким-то образом эта женщина будет куда-то уезжать и таким образом даст, ну, как бы, наконец-то покой, спокойствие этим людям. Смотрите, судя по тому, что мы увидели, это не обязательно мама. Это может быть еще, ну, к примеру, может быть, начальница на работе. Если вот она увидит у какой-то пары, тут все так прекрасно счастливо, а ей там завидно, обидно, да? Она обделенная, она обижена, ее никто не любит, вот, да? И может быть, вот она мешает кому-то воссоединиться. Вот. Но здесь будут перемены, все будет меняться. Колесо фортуны — это всегда у нас что? Перемены. Колесо крутится и все меняется. То есть эта пара, и прелесть в чем? С какой картой колесо вышло? Видите, с семеркой жезловой. То есть эта пара себя защитит от вот этой женщины. Но причины ее таких поступков и такого действия мы с вами увидели. Так. Ну что, первую проблему рассмотрели, как она будет решаться. Вторая проблема тоже про любовь, да? Интересно, третья будет про что? Итак, кубковый туз. Это у нас новое начало какое-то, любовь, наполнение. Когда человек чем-то наполняется. В чем проблема? Наполнять себя можно, ну, чем-то, чем вам, ну, что-то очень для вас желанное, приятное. А в чем проблема? Почему вы не можете наполненными быть? Или любить не можете, да? Или взаимность кому-то дать? Или чем вы не можете никак наполниться? Что за проблема? Давайте посмотрим. А вы в ограничениях сейчас находитесь. Так. Итак, если здесь, возможно, есть какая-то любовь, но она, допустим, не может быть реализована. Потому что у человека есть какие-то запреты. Что-то нельзя. Эти запреты, кстати, не обязательно кто-то их вам выстроил. Там родители сказали, да, нельзя тебе любить этого человека. Это могут быть собственные такие убеждения, которые человек выстроил. От этих, скажем, запретов человек сам становится, ну, очень страдает. Видите, становится как бы бедным, ему не достает, ему нужна помощь, и вот полностью идет разбитое сердце. Смотрите, может быть, здесь вы сами вот накрутили себя, допустим, да, себе, или вам, может быть, кто-то принес какую-то неверную информацию, или вы сами надумали, накрутили, там, недоверие, может быть, например, какому-то человеку испытываете. Любите, но испытываете недоверие и не даете проявиться своей любви и ему, но не даете проявить себя, да, как бы это именно тот момент, возможно, вот когда по ошибке люди... Продолжим. Смотрите, здесь еще может быть, когда есть какие-то у вас помехи между вами, расстояние может быть, либо неуверенность в партнере, когда вы считаете, что один любит, а другой нет. И либо один вкладывается в отношения, другой не вкладывается. И поэтому разбитое сердце, поэтому себя сдерживаете. Часто так может показывать, например, если кто-то, один женщина или мужчина, да, очень выкладывается, старается, вот все для любимого человека, да, а в ответ, скажем, получает так, ну, слегка внимание какое-то, знаете, это очень обидно, и разбитое сердце, и человек начинает себя сдерживать в своей любви, в своей реализации, в своих порывах. Так, такой момент. Давайте рассмотрим тогда, почему проблема, да, с вот этим наполнением. В чем проблема и как ее решить? Так. Вы очень хотите быть рядом с человеком, который либо долго не был у вас, либо долго вы его ожидаете, вот он на расстоянии, вы его ожидаете долгое время. Видите, пентаклевый рыцарь, он же очень долго едет. И вот, пожалуйста, расстояние, мечты, надежды. Поэтому вы не можете, да, быть счастливой, потому что человека просто нет рядом. Не достает вам его внимания, его любви, его нежности, его заботы. Так, давайте посмотрим, как эта проблема будет решаться. Как будет решаться эта проблема? Ну, прежде всего, пентаклевая десятка, карта радости, карта воссоединения. Смотрите, этот человек, с которым у вас вот есть такая какая-то проблема, он будет рядом с вами.
принесет вам большую радость, большую какой-то, даст вам много тепла, потому что карта денег, она не только про деньги, а это про радость. Человек будет, скажем так, рядом с вами, возможно, в вашем доме, потому что это еще также семейная карта. Видите, тут и родители, тут бабушка вот сидит. Так, как будет решаться этот вопрос? Будет он решаться. Эта проблема решаться будет. Угу. Мужчина проявит себя со всей возможной страстью. Я хочу сказать, что вы будете его очень хорошо чувствовать. И вы интуитивно все для себя поймете в эту вашу встречу. Во всем разберетесь. В каких-то недосказанностях, в каких-то запутанных моментах, либо в каких-то тайнах. Вы их все вместе, скажем так, развяжете эти тайны, раскроете, разберете. Так, кстати, мужчина просто на глазах, смотрите, вырастает в короля. Вы видите, у нас уже вышел здесь король жезловый, поэтому вот рядом с вами он действительно тоже заходит в свою реализацию. Не зря вот и первая карта, видите, показывает она, что здесь идет взаимность. Так, карта башня. Это то, что будут уходить проблемы именно, преграды, препятствия, которые между вами есть. И вы этот момент будете как-то с кем-то даже праздновать, дорогие мои. Вот собирается компания, да, люди наслаждаются, люди радуются, люди что-то празднуют. И взамен вот этого, скажем, разрушенного, то, что вот заканчивается какой-то этап, да, то, что мы говорили с вами, придет наоборот этап стабильности. Это, к примеру, если ваш, мужчина уезжал куда-то, его долго не было, да, вы переживали, там страдали, верен, не верен, любит, не любит, придет, не придет, вернется, не вернется, да, и вот человек приезжает и просто остается с вами. И все эти проблемы как бы уходят в прошлое. Ваши вот какие-то долговременные печали, да, это все как бы рассыпается и освобождается место, такая чистая площадка для того, чтобы дальше уже новое выстраивалось. И это новое будет, видите, стабильное, будет вас радовать. Будете с кем-то эту радость разделять, мои хорошие. Так, теперь мы посмотрим еще одну карту, какая там у нас идет проблема и как мы ее будем решать. Давайте посмотрим. Еще одна карта. Король пентаклевый. Ну, вы посмотрите, да, у нас тут как бы такие карты все вышли. Как-то близко, что про любовь. Ну, король-то пентаклевый, поэтому, может быть, здесь будет тема сейчас раскрыта все-таки и про финансы. У короля в руках пентакль есть. Обычно это мужчина, который умеет заработать, все всегда просчитает, подсчитает. У него с математикой очень хорошо, с логикой хорошо. Он может наперед там ходы какие-то просчитать для того, чтобы успешным быть. И он действительно очень успешен. Полным-полна его коробушка. Видите, все у него есть, скажем так, все, что в его возрасте как бы принято иметь мужчине. Он добился этого всего сам. И человек такой уважаемый в обществе, да. Возможно, это показано, если у нас сейчас тема пойдет вдруг про работу, допустим, про заработки, это может быть, конечно, как начальник, как работодатель. Если это мужчина для кого-то, будем рассмотреть его, значит, так. Итак, какая проблема с таким мужчиной? Давайте посмотрим, у кого тут есть проблема и с чем она связана. С деньгами, девочки. Вышла у нас пентаклевый туз все-таки. Это карта больших каких-то денег. В чем проблема? Смотрим. Так, может показать для кого-то, если у вас, например, богатый мужчина есть, вы встречаетесь, у вас любовь, а может быть даже это ваш муж. И может быть проблема именно в том, что он, видите, вышло у нас тут два, скажем так, постарше и помоложе, да, двое детей у кого-то. Возможно, здесь проблема в том, что мужчина контролирует очень финансы, либо экономит, дает меньше, чем хотелось бы. Там уж проблемы рассматриваем. Здесь вот большие деньги и два человека вышло у нас, да, постарше, помоложе. Значит, какая-то проблема касается именно этого мужчины, этих двух людей и крупных денег. Либо хочет как-то экономить, да, вот вы говорите, вот надо такая-то сумма там для ребенка. Он говорит, нет, достаточно будет и половины и так далее. Так.
Что еще нам карта скажет об этом человеке? Смотрите, опять идут, видите, да? Опять девятка. Сплошные. Здесь очень много денег у этого человека. И много шансов и возможностей он может дать. Но может такое впечатление, что либо не дает. Смотрите, а может быть у кого-то это бывший муж, например, ваш, и вы хотите от него добиться, чтобы он больше давал детям денег, допустим. Вы знаете, какие у него большие возможности, да, а он может не додавать. Раз это проблемой показано. Семерка мечевая, да, это карта потерь, даже каких-то обманов. Поэтому он может, скажем так, преуменьшать свои, допустим, доходы, чтобы меньше досталось детям. Так тоже может быть. Хорошо, если такая проблема, как она тогда будет решаться? Вот прямо вырвалась из рук вот эта карта. Вообще кубковый паж говорит все-таки о каком-то мирном разрешении вопроса. То есть как бы люди должны договориться. Так. 100% вопрос вы этот решите. Может быть, ну, кто-то кому-то должен. Ну, это такой мужчина, навряд ли он должен, да. Хотя, как знаете, всякое бывает. Этот вопрос будет решаться по договоренности, благополучно, без привлечения юристов и судов, без скандалов. Даже можно сказать наоборот. Вы где-то встретитесь в каком-то помещении, четверка жезловая, у вас дома, у него дома, или где-то нейтральная территория, кафе, допустим, да, и будете мирно решать делать какие-то перемены. Колесница всегда перемена, да, колесница не стоит на месте, она едет. Она мчится, можно сказать. Поэтому то, что вам хотелось бы изменить, в ваших каких-то контактах финансовых с этим человеком будет меняться. Если для вас это работодатель, и вы недовольны, допустим, что он не доплачивает, мало выплачивает вам, да, или кому-то выплачивает хорошие там премии, а вам нет, вы чем-то вот недовольны, да, таким мужчиной, то смотрите, вы с ним поговорите, и это будет все меняться в ту сторону, в которую вам хочется, в ту сторону, в которую вам необходимо. Так, вот такие у нас 3 проблемы с вами. И вот мы их такими рассмотрели. Пожалуйста, напишите, у кого отозвалась, как вы считаете, похоже это подходит вам, да, и получили ли вы свои подсказки в этом гадании. Всех люблю и обнимаю. Всем спасибо за то, что вы со мной. Не забудьте, пожалуйста, традиционно лайк, подписка, колокольчик. И до новых встреч. Спасибо, мои хорошие. Пока-пока.